Машина сама принимает решение, куда она едет, вообще непонятно. Смотрите, поехала куда-то дальше. Привет, друзья! Никогда не думал, что такой момент настанет, но настало время признаться. И хочется это сделать именно рядом с этой машиной. Концентрация того, к чему Tesla шла все эти годы. Концентрация того, что можно добиться от систем автопилотирования. Так вот, хочу вам признаться в том, что автопилотом я больше не пользуюсь. Да, система, которая позволяла мне и семье путешествовать долгие годы и приезжать сотни километров не уставая и безопасно. Автопилот, при котором я снимал свое самое первое видео на канале. Представьте, первое видео. Вот посмотрите, как я выглядел тогда, как выгляжу сейчас. Почти 10 лет прошло. И тогда я восхищался автопилотом, а теперь эта система дошла до того, что мне стало ей неудобно пользоваться, и я ее выключил. Давайте разберемся, как мы докатились до этой точки, и что вам стоит ожидать от вашего нового автомобиля или автомобиля, который прямо сейчас обновляется, потому что это все смарт-машины. Так, автопилот, который будет нас сегодня катать, это не просто автопилот, это супервайзер. Потому что мало кто обратил внимание, но последние 10 лет мы пользовались именно бета-версией. А эта версия появилась совсем недавно. Она появилась в конце 2023 года. Он стал намного мощнее. И вот одно из удивлений, что не обязательно трогаться самому. Машина уже трогается самостоятельно. Вы буквально вводите адрес, и она едет не просто из точки А в точку Б, когда вы толкнулись, и дальше принимаете решение включать его, в какой момент вам его включать, а буквально сразу же вбили адрес, нажали кнопочку и поехали. То есть теоретически сейчас в этой машине вместо меня может сидеть человек, который вообще не умеет ездить на машине, вообще никогда не водил никакого рода автомобиля. Это одна из самых последних машин, ей меньше года. Здесь автопилот последнего же поколения, который оставился в Model X, 4-е поколение. То есть она быстро соображает, достаточно качественно едет, и с последней прошивкой вы можете обратить внимание, как это происходит. Я не планирую касаться руля, вот нам ехать 8 минут. 8 минут я ничего трогать не буду. Значит, с версией Supervised мы живем последние буквально 1,5 года. Последние перед этим 10 лет, и с 2014 года, с конца 2014 года нас радовала версия бета. Она была в абсолютно разной конфигурации. Если вы хотите поностальгировать на эту тему, есть прекрасный повод. И я даже оставлю ссылку на это видео. Оно набрало практически 2 миллиона просмотров. Может, вы сейчас и добьете эти показатели. Там, где я очень юный рассказывал про то, как пользоваться автопилотом, как я его использую на тот момент, какие технологии были в автопилоте 1-го поколения и что появилось в автопилоте 2-го поколения. После этого шло уже 3-е поколение, 4-е поколение. У нас было видео, естественно, про эти итерации. Также мы показывали видео последней беты. И она меня очень сильно впечатлила, потому что обновление прилетело и на старые машины. То есть я увидел последнюю версию беты, которая была уже практически как Supervisor, только более дерганой. И это было в Model S 2020 года, то есть все те же дисплеи, вся та же начинка, и машина едет самостоятельно. Я не мог об этом не снять видео, естественно, поделился с вами. И с тех пор эволюция пошла вообще другим темпом. То есть с тех пор, как машина стала Supervised, я увидел первую версию Supervised, да, появилась другая графика на дисплее. В моей версии с последним обновлением пришли также и камеры, показывает теперь на маленьком дисплее поворотник влево, поворотник вправо. Давайте покажу, как это выглядит. Как работала последняя версия беты? Последняя версия беты работала так примерно, как работает роботакси Venmo.
То есть такие вот легкие подергивания, корректировки и так далее, и так далее. То есть Venmo, и к этому вернемся чуть позже, это машина с огромным количеством датчиков, лидаров, еще какого-то оборудования, которое помогает машине ехать плавнее, четче и так далее. Также Venmo это Google, поэтому они используют высокоточные карты для того, чтобы прям миллиметр в миллиметр следить за дорогой и за тем, как машина, в какой позиции машина находится прямо сейчас, чтобы случайно не получилось того, что она едет где-то по бровке и по тротуару. В этом варианте автопилота что поменялось? Что заставило меня конкретно сейчас показывать вам эту версию? Все очень просто. Машина стала ехать настолько плавно, что это больше не похоже на какое-то автопилотирование и на какую-то версию новой программы. Это похоже на то, что вас везет водитель со стажем 30-40 лет, который никуда не спешит, который знает, что если вы будете лететь, то все равно сэкономите максимум 2 минуты даже на большом расстоянии. То есть это такой опытный, серьезный, усатый водитель, но только который хорошо пахнет и незаметен в салоне. Из всего, что я рассказываю, должно сложиться впечатление, что это, в общем-то, идеальный инструмент, и им должен пользоваться каждый. Но есть нюансы. Конкретно я им не пользуюсь. И вот почему. Дело в том, что когда я освобождаю себе место для жизни, да, то есть вместо меня ведет машину автопилот, я хочу воспользоваться своим любимым гаджетом, я хочу глянуть в телефон и посмотреть, кто мне написал, ответить какой-то взаимностью, либо написать какой-то имейл, либо сделать еще что-либо, потому что у нас в руках постоянно находится компьютер. И есть прекрасный повод взять и поработать, если вы, в общем-то, имеете на это время. Сейчас я быстренько покажу, что происходит. Что происходит, если я беру телефон в руки. Вот, начинается. Игнорируем, смотрим дальше. У нас здесь что-то интересное. Все, мы дальше никуда не едем. Машина включила аварийку. На этом у нас машина дальше выдает вот такой вот значок. Я не держал руки на руле, не уделял внимания автопилоту, не смотрел на дорогу. И теперь у меня осталось еще 4 страйка. Вот еще раз, еще 4 раза мне машина дает, всего 5 раз. И если я получаю вот эти вот 5 страйков, то автопилот у меня Tesla заберет, и заберет примерно на 2, а может быть на 3 недели. То есть когда как, у меня в разных машинах почему-то было по-разному. Но основное, что ту опцию, которая мне обошлась 10 тысяч долларов, Tesla у меня отнимают, а некоторые заплатили 12 тысяч долларов. По-разному, в разные года было. Tesla у меня забирает и выдаст мне только тогда, когда посчитает, что достаточно меня наказало за то, что я не держался за руль. Вот поэтому мы ставим автостир бета, и в таком варианте машина себя ведет ровно так же, как вела себя условно 5, 6, 7 лет назад. То есть можно смело закрывать камеру и можно пользоваться этим автопилотом на трассе, на всех, в пробках, на трассе, везде, где скучно. Везде, где город, мы ведем машину самостоятельно, по старинке. Если я беру телефон в руки, автопилот выключается. То есть, по большому счету, я плачу за робота, который выполняет мою работу, но в это самое время я должен его контролировать. И получается, что, в общем-то, мне этот робот бесполезен. Многие из вас, кто никогда не пользовался автопилотом, прямо сейчас уже пишут комментарии о том, что елки, это ж просто невозможно довериться какой-то программке, которая может тебя размазать об столб или стенку в любой момент. Так вот, могу уверенно сказать каждому из вас, скептики, что выбирая между вас, конкретно вас, сидящим за этим рулем в моей машине, я бы и программкой, вот этой вот Supervised последней версии, да даже не последней, даже предыдущими всеми версиями, я бы выбрал конкретно программку. Только программку.
Никакого кожаного мешка за рулем своей машины я видеть не хочу. Тем более тысячесильные машины, как эта. А программке я доверяю больше. За 10 лет автопилот меня не подвел ни разу. А разные водятлы на дороге подводили неоднократно. Дело в том, что автопилот в этой точке достиг своего максимума. Он показывает невероятные результаты. А для меня, как для пользователя, это, в общем-то, не несет никакой выгоды. Не могу использовать время, которое робот мне отводит как свободное. Потому что что-то другое в машине делать, кроме как сидеть в телефоне, либо смотреть в окно, других вариантов нет. Ситуация с законодательством такая, что Tesla не может взять на себя ответственность за управление моей собственностью, моей машиной. В то же самое время технология уже доросла до того, что этот шаг нужно пройти. И вот когда мы пройдем этот шаг, это будет совсем круто. Когда машина не будет требовать от меня повторять или следить за ее работой еще парой глаз. Я хочу, чтобы вы еще раз зафиксировали, как эта машина стартует с автопилотированием, когда у меня просто введен адрес. Это просто прекрасно. Ну, гляньте. Машина даже сама куда там поехала через какую-то улочку самостоятельно. Решила так выехать. Ну, наверное, так быстрее. И сейчас, кстати, она будет преодолевать двойную осевую. Здесь у нас двойная осевая. Как это происходит? Шикарно. Вот она. Рядом с другими машинами. Никто даже представить себе не может, из тех, кто едет рядом, что сейчас вместо меня ведет робот. Раньше, и многие об этом знают, были различного рода обманки автопилота. То есть можно было повесить какую-то гирьку на руль. В первых версиях автомобилей Tesla не было камер в середине. И даже сейчас можно ездить на машине, у которой есть супервайзер, которая в S 18 года, допустим, у нее нет, или X 18, 19, 20 года, у них нет камер в середине. В таком случае никаких проблем нету, вам можно дальше использовать гирьку или какой-то инструмент, который будет показывать машине, что вы за рулем, что вы в порядке. В варианте, если у вас есть камера в середине и тройка вайка, есть другой гаджет. В тройках и в вайках и вообще везде, где установлен вот такой вот руль. Вариант обмана автопилота очень простой и сложный одновременно, потому что здесь конкретно установлена специальная платка, маленькая, которая отвечает за то, чтобы теребить скорость. Видите, скорость, она меняется. Вот, вниз-вверх. Вы этого не чувствуете по помометрам. Это никак не отражается на комфорте езды. Но в то же самое время вам не надо постоянно держаться за руль, потому что машина понимает, что если вы теребите скорость, либо громкость на магнитоле, значит вы в порядке, вы живы и в принципе следите и за дорогой одновременно. Как это включается? Вот такой вот звук, видите, он какой-то отдельный. На этой платке и маленький динамик установлен. Вот так вот она выключается. Вот так включается. Но если все-таки вы будете брать телефон в руки, то камера будет за вами следить. Поэтому в этой конкретной машине наклеено аккуратненько, вот так вот наклеен скотч. И этот скотч как бы блюрит немного часть камеры, которая смотрит на водителя. И в таком варианте вроде как можно себе позволить куда-то смотреть в другую сторону и так далее. Но все равно это не идеально. Может быть, можно обманывать и эту систему. И может быть, мы и снимем по этому поводу видео, где там очки с глазами. Но дело в том, что этот компьютер и эти камеры, они постоянно обучаются. Они обучились отслеживать гирьку. И если вы повесили гирьку на руль, то через какое-то время она вам скажет, что у вас на руле зафиксирован какой-то гаджет, который имитирует то, что вы ведете машину. Уберите его, пожалуйста. То же самое будет и с очками, и со всем остальным. Ровно до тех пор, пока наконец-то законодательно не получится так, что машина будет принимать управление на себя и нести ответственность за все, что происходит. Ну, то есть страховка
будет включать в себя автопилотирование. Я вижу это только так. Каким образом я выхожу из ситуации? Очень просто. Я перевожу автопилот FSD, то есть Full Self Driving, перевожу в режим Enhanced. Это значит, у меня по-прежнему остается автопилот, только он работает в трассовом режиме. То есть по городу машина не ездит самостоятельно. И в таком варианте Enhanced автопилота я имею право закрыть камеру в салоне. То есть продаются специальные закрывашки камер, такие как у многих на ноутбуке стоят. В таком варианте я закрываю камеру и пользуюсь автопилотом ровно так, как я им пользовался во время путешествия. Я показывал по Европе, и много видео было там, где я показывал, как я в реальной жизни им пользуюсь. И это было 5, 6, 7 лет назад. Все то же самое. То есть в моей ситуации, в моей жизни ничего абсолютно не поменялось, к сожалению. Но для некоторых людей, для которых важна автономная езда между улиц в густонаселенных городах, вариантов в принципе нет. Вообще нет ни одного другого автомобиля, который позволяет такой уровень автономного вождения. Единственные, кто стоят хотя бы, можно поставить их в одну линию, это Venmo, это какие-то технологии лидарные от китайцев. Lexus сейчас показал новую лидарную технологию, он туда же пошел в сторону китайцев. И они могут, в принципе, ехать, поддерживая такой же уровень автономности. По некоторым исследованиям, они поддерживают даже выше уровень автономности, чем та машина, в которой я сейчас еду. Минус в том, что они почему-то, по какой-то причине, может быть, потому что карты не везде прописаны, может быть, требуют больше проверок, но по какой-то причине ими нельзя пользоваться везде. То есть это какая-то редкая история, и они ездят локально, допустим, такси Venmo от Google, они ездят локально по отдельным районам городов. Поэтому технологии на сейчас две. И самое интересное, какая из них победит. Потому что компания Tesla сделали ставку 10 лет назад, и во второй генерации автопилота, это примерно 7 лет назад, они сделали ставку на AI и компьютерное зрение. И на тот момент мощности компьютера, скорости обработки информации, скорости передачи данных не хватало на то, чтобы эта технология работала стабильно. Но сейчас это работает, как вы видите, неплохо, как по мне, вроде как безбойно. И в принципе может так получиться, что именно компьютерное зрение и огромный массив данных, а это, наверное, самое главное, что Tesla имеет, огромный массив данных, собранных за последние 7 лет, начиная с автопилота второго поколения, там где появились первые камеры. Вот это все накопленное и загруженное в AI, наверное, дает тот результат, который мы видим сейчас. Но по-прежнему технологии две, Google не отступает, и мне очень интересно, чем это закончится. Чем закончится, я думаю, интересно и вам. А для того, чтобы вы были подписаны на этот канал, я вам скажу, что мы обязательно снимем видео, где мы будем соревноваться. Автопилот будет ехать против человека. И это абсолютно не шутки, потому что у нас была возможность проверить, как ездит. Смотрите, он даже подвигается, даже паркуется. Вот я ничего не делаю, машина сама принимает решение. Куда она едет, вообще непонятно. Смотрите, поехала куда-то дальше. В общем, была возможность у нас проверить, как эта штука работает в реальной жизни, когда я ехал по трассе, и рядом со мной ехала еще одна машина с включенным автопилотом по трассе, и я просто не понимал, как так происходит, что я ее не могу догнать. Отсюда у меня появилась первый раз идея снять именно полноценный выпуск первых соревнований робот против человека, и кто из них победит. Пока что я не понимаю, что происходит. Зачем машина меня возит? Вы видите? Это включает повороты, разворачивается, что-то такое. Она ищет паркоместо, а здесь расчерченной парковки нету. Но она не отчаивается и продолжает вертеться по всей возможной площади вокруг здания. В общем, подписывайтесь, увидимся. Спасибо за внимание, спасибо за то, что следите за новыми технологиями и за развитием нашей компании. Увидимся, пока.